Не покупайте, пожалуйста, хамон. Приехать в Испанию и не попробовать хамон – это как приехать в Париж и не увидеть Эйфелеву башню. Сегодня я вам расскажу, что такое настоящий испанский хамон, какие у него бывают сорта, интересные факты, где можно попробовать. С вами Галя Карен, подписывайтесь на мой канал, это очень важно для его развития. Он развивается, спасибо вам. Погнали! Хамон созревает в течение многих месяцев, а иногда и даже лет. Что для этого нужно? Мясо, морская соль, свежий воздух и много времени. Именно это делает его уникальным. Существует два основных вида хамона. Хамон серрано из белой обычной свиньи и хамон иберико, более экзотичная, полудикая черная свинья. У него другой вкус. Особенности хамона иберико в том, что свиньи питаются желудями. В осенний и зимний сезон они свободно гуляют по специальным дубовым рощам. Это особенная экосистема. И за осенний период они могут набрать 50% своего веса. Этот жир ореховый, ароматный, он впитывается в мясо. И чем больше жира, тем выше сорт хамона. Первое упоминание о хамоне относится к периоду Римской империи. Подробно о том, с чего началось развитие Барселоны, с Римской империи, я рассказываю в одном из своих роликов и на своих живых экскурсиях. Ссылка будет дана в описании. Итак, первое упоминание относится к периоду Римской империи. Это был способ выживания, способ хранения мяса. Со временем он превратился в целое искусство. В средние века хамон подвешивали к потолку. Это был способ защиты от крыс и также проветривания мяса. Поэтому в современных магазинах хамон также вешают. То есть это уже привычка, это уже традиция. Даже существует специальная профессия – маэстро хамонеро. Это так же, как винодел, но только что касается хамона. И у хамона есть своя защита качества. На каждой ноге либо вешается специальная металлическая бирка, либо металлическое клеймо, которое рассказывает о том, что это за хамон. Если на хамоне ножки вы увидите черное клеймо, это 100% свинка выращена на желудях и на свободном выпасе. Красное клеймо 75% соответственно. Зеленое клеймо это зерновой откорм и свободный выгул. А белое клеймо это свинка выращена только на зерновом откорме. Настоящий хамон режется только тонкими ломтиками и только вручную. В ломтике должна быть тонкая прослойка жира. И он прям тает на языке. Существует также профессия кортадор. Кортадор – это практически как самурай. И даже существует целое соревнование по скоростной нарезке хамона. Если вы видите в магазине, что хамон нарезают машинкой, или более того, в магазине продаются уже готовые упакованные пачки с хамоном, среди испанцев это считается немного дурной тон. А сейчас самое главное и самое вкусное. Я поделюсь с вами местами, где в Барселоне можно попробовать самый настоящий хамон. Хамониссимо – атмосферное место, можно взять дегустацию. Продают хамон с ферм категории Беллота. Отличная упаковка в подарок. Ресерва Иберика – модный гастробутик. Приятно зайти, все красиво упаковано. Есть дегустационные наборы. Колмадо Килес. Это старинный гастроном 1908 года. Там покупают сами барселонцы. Настоящее удовольствие. Есть хамон и другие деликатесы. Где не стоит покупать хамон? Не покупайте, пожалуйста, хамон на Ла Рамбла. Это знаменитой туристической улице Барселоны. Хамон не очень хорошего качества и цены завышены. Вам лайфхак. Попросите хамон упаковать в вакуумную упаковку, и тогда в большинстве случаев его можно провозить с собой до 5 килограмм. Но это нужно обязательно уточнять у каждой авиакомпании. С чем можно сочетать хамон? С хрустящим хлебом, с пан кон томате, это хлеб с тертым томатом и оливковым маслом, с инжиром, с дыней. Кстати, с дыней очень не рекомендую, сама очень люблю это сочетание. Можно с бокалом кавы или белого сухого вина, чтобы не перебивать вкус. И
Очень во многих заведениях вы можете увидеть хамон в виде бокадильо. Это бутерброда, который выглядит как багет, и внутри хамон с томатом или без, сыром или без, ну, неважно. Так чаще всего его едят за завтраком испанцы. Итак, хамон – это целое искусство, это не просто еда, это культурное наследие, воздух и дух гор, терпение, страсть. Однажды, попробовав хамон, вы никогда не забудете этот вкус. С вами Галя Карен. Если вам понравилось, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.